Итак, вот я провязал цепочку до конца. У меня получилось 1, 2, 3, вот 4 такие отсека. Здесь по 3 арки большие и 1, 2, 3 в центре вот эти веера. Итак, я сделал последние 3 арки по 5 воздушных петель. Все точно по тому же принципу, как я вам здесь и показал раппорты. И теперь передо мной у меня осталось 3 петли. Вот она, 1, 2, и вот она третья, самая первая. Ну и вот этот узелок, который мы не считаем. Вот 3 петли. И точно так же, как и с этой стороны, мы после вот этих наших всех столбиков пропускали там 2 петли и соединялись столбиком. Здесь мы делаем то же самое, только наоборот. Одна воздушная петля, которая у нас была после вот этих столбиков, как и здесь везде. Одна воздушная петля, накид. Пропускаем следующие 2 и в самую последнюю, в третью по счету получается, в нее выполняем 12 столбиков с одним накидом. То есть в зеркальном отображении, как и здесь, у нас 12 и здесь 12 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 столбик с одним накидом. Пересчитываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вы тоже периодически пересчитываете. Лучше сразу сделать это быстро, нежели чем потом ошибиться и вообще все перевязывать, чтобы узор сходился дальше. Все, дальше я этот хвостик либо сейчас здесь ввяжу, либо потом отрежу, неважно. Все, сделали 12 столбиков, одна воздушная, и здесь уже с этой стороны будет проще, потому что здесь у нас уже все намечено. Делаем все то же самое, только в зеркальном отображении. Одну воздушную петлю сделали. Теперь в ту петлю, в которую мы делали столбик без накида, последний, в нее же, в эту петлю, выполняем теперь с этой стороны столбик без накида. Столбик без накида, столбик без накида. И все, далее поехали точно так же, все абсолютно. 1, 2, 3, 4, 5. Только здесь нам уже будет проще, считать ничего не нужно. Вот он столбик, в него столбик. Точнее, не в него, а в цепочку. 1, 2, 3, 4, 5. Опять столбик в следующую. 1, 2, 3, 4, 5. Опять столбик без накида. Далее у нас идет одна воздушная петля. И сюда в петлю. Даже не в петлю, можно в эту же арку. Точнее в это отверстие образовавшееся. Провязываем 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 столбик. Далее одна воздушная петля. И вот сюда мы соединяемся столбиком без накида. Далее 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, тут вот что у меня получается. Можно, да, не обязательно прям в ту петлю. Все достаточно ровно и симпатично выглядит. Все, этот хвостик я потом спрячу. Все, таким образом продолжаем вязать эту цепочку до конца.
Итак, вот я провязал, получается, наш круговой ряд до конца, выполнил последние 5 воздушных петель. Теперь соединяюсь в то место, где у нас был в зеркальном отображении столбик без накида. Я выполняю также столбик без накида. И далее 1 воздушная петля. И соединительным столбиком я соединяюсь во вторую воздушную петлю подъема. Она у меня здесь, а первая, она у меня немножечко туда сдвинулась. Но у меня всегда так, потому что я делаю 2 воздушные петли. Если вы делаете 3, он у вас будет повыше столбик. Но я всегда делаю 2, меня эта высота устраивает. Все, соединились с воздушными петлями подъема. Таким образом, наш первый ряд завершен. Приступаем ко второму ряду. Я выполняю 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Повторяю еще раз. Если вдруг вы привыкли выполнять по 3 воздушные, можете выполнять 3. Так, 2 воздушные, как первый столбик с одним накидом. 2 воздушные, как арка между столбиками. Накид. В следующий столбик вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные, 1, 2, накид. Столбик с одним накидом в следующий столбик. 2 воздушные, столбик с одним накидом в следующий столбик. И так провязываем в каждый столбик по столбику с одним накидом, и между каждым столбиком, точнее между всеми этими столбиками, по 2 воздушные петли. То есть получается, мы также должны провязать 12 столбиков с одним накидом. Все. Считаем. Воздушные петли, это первый столбик у меня. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиков. И между ними везде по 2 воздушные. Теперь также 1 воздушная петля. Сразу в следующую арку 5 воздушных петель, то есть арки одной воздушной петли мы пропускаем. В арку 5 воздушных петель соединяемся столбиком без накида. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку соединяемся столбиком без накида. Опять 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку 5 воздушных петель соединяемся столбиком без накида. Далее 1 воздушная. Пропускаем арку 1 воздушной петли, и здесь также выполняем в каждый столбик по столбику. Только в этом месте у нас между столбиками будет 1 воздушная петля. То есть по 2 воздушные петли только на углах, на краях. Здесь выполняем по столбику. Также получается 8 столбиков. И между столбиками по 1 воздушной. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, провязали 8 столбиков, 1 воздушная. И в следующую арку 5 воздушных петель соединяемся столбиком без накида. Далее опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку 5 воздушных. Столбик без накида. Ну, в принципе, я думаю, тут все понятно. То есть вот такой наш раппорт. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. На углу у нас получается... Здесь соединяемся столбиком без накида, 1 воздушная, и по столбику вокруг каждого столбика, и по 2 воздушные петли между столбиками, то есть вот как в этом месте. Все, таким образом вяжем ряд до конца. Итак, я все-таки решил не спешить, вот я провязал до края, провязал 5 воздушных петель. Соединяемся в следующую арку 5 воздушных петель столбиком без накида. Далее 1 воздушная. И здесь на углу, на краю вяжем
по столбику с одним накидом в каждый столбик и по 2 воздушные петли между столбиками. То есть только по краям у нас по 2 воздушные петли между столбиками. А вот по самой ленте, скажем так, по самому центру этому, у нас по 1 воздушной петле в этом месте между столбиками. А так все остальное одно и то же. Но на всякий случай решил просто чуть-чуть показать, провязать с вами. В принципе, я думаю, тут все понятно, ничего сложного. Далее 1 воздушная петля, так пересчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все правильно. 1 воздушная в следующую арку 5 воздушных петель. Соединяемся столбиком без накида и далее поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Столбик без накида. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, вот я провязал ряд до конца. Выполнил последние 5 воздушных петель. Теперь соединяемся в арку 5 воздушных петель столбиком без накида. Далее 1 воздушная петля. И можно соединиться не в воздушную петлю подъема, а прям, грубо говоря, за сам столбик. И вот так соединительной петлей соединяемся. Таким образом наш второй ряд завершен. Приступаем к третьему ряду. 2 воздушные петли, как столбик с одним накидом. Накид на крючок. И сюда же, в эту же арку, выполняем 2 столбика с одним накидом незавершенные. То есть, грубо говоря, нам нужно 3 столбика с одним накидом незавершенные. Вот первый столбик мы сделали. Теперь накид. И в эту же арку сюда же выполняем столбик с одним накидом, но не до конца. Вот это мы не закрываем. Далее опять накид. И в эту же арку еще 1 столбик с одним накидом незавершенный. У нас 3 петли на крючке. Теперь их все вместе провязываем за один прием. Вот мы выполнили 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Теперь 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. В следующую арку сразу же выполняем также столбик с одним накидом незавершенный. Накид. Столбик с одним накидом незавершенный сюда же. Накид. И третий столбик с одним накидом незавершенный сюда же, в эту же арку. У нас 4 петли на крючке. Провязываем их все вместе за один прием. И так продолжаем в каждую арку. Провязываем так 4 воздушные. И в арку вяжем 3 столбика с одним накидом незавершенные и делаем им общую вершину. Раз, 2, 3, 4. И в следующую арку 3 столбика с одним накидом незавершенные и делаем им общую вершину. Опять 1, 2, 3, 4. И так вяжем в каждую арку. Итак, провязываем вот это место до конца. Я вернусь и покажу, как мы вяжем дальше. Итак, вот я провязал в каждую арку по группе из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной. Получается у нас таких вот групп 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Между ними по 4 воздушные. Далее
1 воздушная, в следующую арку 5 воздушных петель, то есть арки с 1 воздушной петлей мы вообще на них даже внимания не обращаем. В арку 5 воздушных петель также соединяемся столбиком без накида. Далее 5, 1, 2, 3, 4, 5. И в следующую арку 5 воздушных петель соединяемся столбиком без накида. Вот, грубо говоря, наш раппорт. Ну, еще вот это. Далее 1 воздушная, и здесь у нас все то же самое. Так, я сделал 1 воздушную, накид. И в следующую арку 1 воздушной петли между столбиками. Не перепутайте, смотрите вот с этой аркой, где столбик без накида был. Вот, между столбиками с накидом. Выполняем точно так же. 3 столбика с 1 накидом с общей вершиной. 1, 2, 3, 4. И в следующую арку 1 воздушной петли также. Три столбика с 1 накидом с общей вершиной. 1, 2, 3, 4. Следующую арку. То есть тут все то же самое, только там у нас было 11 групп, а здесь у нас будет 7 групп. 8 столбиков, 7 групп. В смысле 8 столбиков предыдущего ряда, и между ними получается у нас 7 групп. 1, 2, 3, 4. Группа из 3 столбиков с 1 накидом с общей вершиной. 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, 4. И последняя группа. Далее 1 воздушная, в следующую арку 5 воздушных петель соединяемся столбиком без накида. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку 5 воздушных петель соединяемся столбиком без накида. 1 воздушная, и у нас раппорт повторяется. То есть вот что у нас получается. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Если это видео вдохновило вас, было интересным и полезным, я буду очень рад увидеть, что же у вас получилось. Выкладывайте свои работы в Instagram с хэштегом «Вяжу с Дуду». Я этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и скриншоты ваших работ буду показывать в конце своих видео.